Колоссальный скандал в мире российского и мирового шоу-бизнеса. 2 дня назад Владимир Винокур и Лев Лещенко, выступая в городе Казани, напрочь шокировали публику своим поступком. Во время выступления легендарных артистов на сцену Дворца молодежи Казани поднялся зарубежный продюсер и сделал Владимиру Винокуру и Лещенко ошеломительное предложение. Итальянский директор Хейнц Приори предложил российским артистам концертный тур по Западной Европе за сногсшибательный гонорар вместо патриотических концертов на Донбассе. Однако настоящий патриот Российской Федерации, суровый и вспыльчивый мужчина Владимир Натаныч разорвал контракты концертного директора и посоветовал их засунуть в пятую точку. «Мы с Валерьянычем не продаемся ни за баксы, ни за евро. Выступаем только для российских зрителей. А Донбасс – это вообще святое. Европа пускай отдыхает», – разгневанно заявил российский артист. К сожалению, смелые высказывания Владимира Винокура вызвали мировой скандал и весьма печально закончились для известного артиста. СМИ Казани сообщили подробности. Лещенко и Винокур – одни из первых российских артистов, которые стали помогать жителям Донбасса. Владимир Натаныч подарил несколько грузовых машин, а Лев Лещенко помогает жителям Донбасса медицинской помощью и продуктами питания. Вот уже 4-ю неделю по 19 городам России идет выступление Лещенко и Владимира Винокура, после чего легендарные артисты отправятся с патриотическими выступлениями на Донбасс. Однако после последнего происшествия с зарубежным директором карьера Лещенко и Винокура в Европе закончена. Для российских артистов были применены самые жесткие санкции и поставлен запрет на въезд в Европу более чем на 20 лет. Однако Владимир Натаныч абсолютно спокоен и в последнем интервью резко заявил: «Я никогда не выступал ни за доллары, тем более ни за евро. Мне чужд зарубежный менталитет. Я хотел бы подарить свое творчество только российским гражданам», вторит своему другу и Лев Валерьянович Лещенко. «Мы с Володей как были советские по жизни, такими останемся и навсегда. Нас зарубежной валютой не заманить». Когда мы уже заканчивали это видео, стало известно, что все гонорары с выступлений Винокур и Лев Лещенко перечислят в фонд помощи Донбасса.